Я лиса. Хватит за волоса. Всем привет. Всем здрасте. С вами я, лисичка Пряникова. Вся такая някушка-мякушка. Я рада приветствовать вас в этот вторник за очередным стримом по прохождению Ведьмака 3. Та-дам! Все, долго не будем с вами болтать, долго не будем балдеть. Будем переключаться на игровую сцену. И не начинать, а продолжать. Всем привет. Та-дам! Как я оперативненько. Игрушка у меня уже запущена. Все у меня запущено. Я играла. Вот чуть-чуть. Ну как чуть-чуть? Нормально таки поиграла я. В поисках помню, ведьмы, на с чем мы которой у Цири закончили. случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Я ходила, ей Чародейка еще рассказала помогала. ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых топий. Да, кстати, она мне дала книжку, которую сказала, надо прочитать. И потом, значит, прочитав эту книжку, я смогу что-то там понять. Но я не уверена, что я смогу что-то понять, если я буду читать сегодня. Сейчас я немножко пособираю всякой фигульки. Что-то хотела сказать. Короче, по ходу пьесы будем сейчас все смотреть. Я вот не помню, что я хотела. Я ей помогала, и, короче, она говорит, помоги мне еще. Мне должен был приехать контейнер с какими-то там штуками. Но он так долго едет ко мне. Проверь, пожалуйста. Ну, я такой, типа, да, я же мужик. Я проверю. И сегодня в банку с гуталином. Ну, хоть не в печку. В тот раз в печку. В этот раз сильнее запачкан, да? А у меня еще веснушки. Я вообще-то лиса. Хватит за волоса. Hello. Bonjour. Дружеская услуга у нас, да? Так, сейчас посмотрим по карте. Тут, по-моему... тут не сильно далеко. Мы сейчас, короче, сходим. Я вот тут вот тайник забрала. Там ходили какие-то кракозябры. Я их всех. Хача! Кури, чебуреки, чача, пахлава. Короче, размотала просто как тузик грелку. И все, всех перебила и забрала там какую-то вкусняшку. Ну, пойдемте. Сейчас смотаемся туда, по этому заданию. Пофигу, что оно второстепенное, как бы я делаю все подряд. Привет. Привет. Влад, как дела у тебя? Расскажи мне. Где моя плотва? Вот моя плотва. Поскакали. Я ходила еще раз, пыталась этого, который... Кто там? Ой, все, я не те кнопки нажимаю. Лютоволк или хреноволк, короче, какая-то бабайка там. В пещере живет, в подземной. И я не смогла его убить. Смотрел видео с котиками. Но это круто. Ой, я не хочу сражаться с ним. На коне он. Мне не нравится сбивать людей с... Ой. Ой, смотри, у нас там кракозябры. Слазь. Утопец. Так, мне надо сейчас... Погоди. Ладно, хрен, мне ничего не надо. Мне надо пиздить. Ой, в меня какашкой кинулись. Нифига себе. В меня кинулись какашкой. Погоди-ка. Бля, сучка. Кидает в меня говной своей. Подожди, Игни. Сейчас мы... Ах ты, собака серая. Жаться.
Она сильная, засранка. Куда пошла, вонючка? Иди сюда. Уходит от меня, скотинёшка старая. Ах ты, блядь, тварь. Нехорошо. Конечно, нехорошо. У тебя обзор закрыт говно этой. Я ж ничего не вижу. Так, тихо, тихо, тихо. Ни хрена себе. Мне не хватало еще вот это вот умереть тут так рано и необдуманно. Погоди. На Т. Не надо мне тут. Плотва. Или что там? Не надо тут меня. Еще конь мешает. Еще хлопец пришел. Обосрался. О, Карибова. Какой у нас прям эмоциональный стрим сегодня. Прям сразу же. Очень интересно. Моя плотва сошла с ума. Да, огонь. Огонь. А что за там зеленая хрень? Так, у этого кишок нету. Нам надо вот осмотреть. Широкие тяжелые колеса. Фургон торговца. Вон вкусняшки. Медвежья шкура. Так, нам надо... Ну вот они. Ну сейчас еще будем параллельно собирать вкусняшки. О, это для чего-то нужно. А тут у нас что? Прочитать. Внимание, группа дезертиров сбежала из Вронниц и теперь бесчинствует в этих землях, забившись в банды по несколько человек. Советуем путникам сохранять бдительность. Это ко мне тоже относится. Будем сохранять бдительность. Мать ее за ногу. Так, сейчас всю травку я собираю. Все собираю. Тут надо осмотреть. Свернул с дороги на всем ходу. Нехорошо. Нехорошо. Свернул с дороги. Отвалилось колесо. Са-са-са, это хитрая лиса. Су-су-су, и живет она в лесу. Сы-сы-сы, много дела у лисы. Со-со-со. Она смотрит в колесо. И стоит Геральт такой, в колесо пялит. Так. Идем дальше по следу. Сейчас на кого-нибудь наткнусь. Ну да, если торговец путешествует по Велину в одиночку, добром это не кончится. Это ничем не кончится. Бутылка. Куски мяса. Катаблепис? Куски мяса. Интересно, для какого такого заклинания? Для какого, интересно, это такого? Техник поврежден, Посылка. но ничего магического я не чувствую. Хотел бы я знать, как Кейра это объяснит. А кто там что чавкает? Там кто-то чавкает, по-моему. Человеческое. Артериальное. Он не мог далеко уйти. Вон там. Это жопа, у которой башка взрывается потом. Он психует, когда и он взрывается. Во. Вкусненький. Данон. Спрятался и ждал помощи. Вот, письмо Помощь не пропавшего пришла. купца. Вот тебе и велен. Вот тебе и вот. Новый поворот. Отнести надо сейчас ингредиенты нашей барышни. Где наша конина? Конина, иди сюда. Седлать коня. Господи, ребят, как у вас дела? Рассказывайте, что интересного было в ваш понедельник и вторник, что хорошего вам принесли эти 2 дня. Ну, кроме меня, конечно же. Я так-то, наверное, самое интересное и хорошее, что случилось с вами за эти 2 дня.
Но! Не но уже, слазь с коня. Хватит, пойдем. А я к ней, когда пришла, она такая: о, я уже соскучилась по тебе. А? О боги, я уже... Подожди, это в игрушке? Это в игрушке было? Я уже распереживалась, у меня аж это чуть ли не задергался глаз. А я спускалась к ней вон туда, в подвальчик. Что ты там делаешь, дурында? Раздевайся. Снимай свои портки, глупышка. Я пришла к тебе, малышка. Геральт, я как раз начала скучать по Вот, тебе. она опять начала скучать по мне. Я достал Ты устал, вещества, ты которые лежишь? Я тоже просила. устала, но я Прекрасно. сижу. Теперь Ну-ка, можно сядь. заняться двойным древесным расхождением. Но сначала... Но сначала... Нагреешь вина с пряностями. Я видел, что было в телеге. Мясо, дорогие вина, зериканские пряности. Ничего магического. Ничего магического. Может, скажешь, что ты задумала? Я лучше Романтику покажу. строить мне? Но придется немного подождать. Ну ладно, я подожду. Меня заинтриговало. Ладно, я подожду. Тогда брысь на двор. Как Будешь кошку, брысь под наряжаться? лавку. Позже. Не торопись. Ну, иди, жди перед домом. Клип со мной сделал? Скидай ссылку куда-нибудь. В Дискорд Благодарю или за еще терпение. куда-нибудь. Я почти готова. Она почти готова. Белые крысы? Что это? Если бы я хотел увидеть белых мышек, я бы просто напился. Обрати внимание, я сказала почти. Не мешай. И она сейчас превратится в принцессу. А еще тыква будет каретой. И мы пойдем на бал. Что случилось с третьей мышью? Вероятность, что это заклинание получится, составляет 66,67%. Я всегда беру на одну больше, на всякий случай. Но куда она... Кира, может, объяснишь, что происходит? Знаешь сказку о Золушке? Да, во-во-во. И даже реальную историю. Во дворцовом пруду появился Ригер и проглотил принцессу Сендрилу. От нее осталась одна туфелька и... Со звуками, кстати, Умоляю, все нормально. ни Я слова ничего не больше о Ригере. трогала. Вернемся к Все без сказке. изменений осталось с последнего Я раза. мечтаю, что в одну волшебную ночь сбегу с этих жутких болот. Добрая крестная мне не нужна, чары я и сама наложу. Но от прекрасного принца я бы не отказалась. А это ты И про выходит меня, так, что ты ли? единственный достойный кандидат во всем Велине. Итак, что ты скажешь насчет поездки верхом в лунном свете и об ужине? Ну, с удовольствием, это у нас будет там, наверное, все такое, да? Ну, подождите, но у меня ведь есть Трис и Йеннифер. Куда мне третью? Хотя, подождите. Блондинка, рыженькая и брюнетка. Все как надо. Муки выбора. Я ведьмак, а не жигала. Не льсти себе, я не собираюсь трахаться с тобой в кустах. Почему? Просто хочу провести приятный вечер. Но Подожди, если давай нет, заново. Хорошо. Ой, добро, я готов. Она не будет со мной Я трахаться, поэтому нормально. Но перед отъездом есть еще одно дело. Че, ты ноги не побрила? Превратишь тыкву в карету? Нет, превращу наши мерзкие лохмотья во что-нибудь поприличнее. И это не кривись. нравится, то, в чем я Это хожу. просто иллюзия, совсем не больно. А на рассвете все станет как было. А почему не с боем курантов? Ладно, почему бы и нет? Буду Ну, давай. ходить, как непонятно Гулять кто. так гулять. Тогда держись. Гвеллаглан! Герой сложно, но Геральт справится. Ну, как тебе? Вырез Вот не пижонский слишком вот этот. скромный. В самый раз. Я могла бы заодно изменить цвет твоих волос. У нее Мне не всегда нравились изменился брюнеты. вырез. Ну да ладно. Она На любит безрыбье и показывать рак сиси рыба. свои. Ну все, в путь. Ужин ждет. Уже Последний ждет. моет посуду. Будет винишка.
и мясо. Ну, поскакали. Сейчас на нас нападут. Ты чё пихаешься, бля? Она пихается еще. Давай, поскакали! Сейчас на нас какие-нибудь нападут бабайки и устроят нам Вальпургиеву ночь. Ну, поскакали скорее. Догоняй меня, Кулема. Где там твое вино и мясо? Это я так с работы тороплюсь домой. На коне. Хей, хей! Эй, Золушка, смотри, шею не сверни. Попробуй догони. Ах ты дерзкая засранка. Попробуй, говорит, догони. Мы что, в догоняшки с тобой, что ли, тут играем? Я, короче, ребята, в этих развалинах я пришла, тут два мужика что-то там стоят, страдают. О, Держи. какая милота! У нас романтик, смотрите. Бухать сразу села. Поздравляю, Леди, бля. из тебя бы вышел идеальный жокей. Да, будь я на локоть короче и на пут полегче. Подождите. Ну У да. меня тоже есть выпить. Но тогда бы я тебя не пригласила. Теперь понимаешь, зачем мне понадобились эти субстанции? Могла бы и объяснить. Могла бы сказать, что тебе надо. Ну да, Геральт, Вкусно. смотайся-ка в лес и притащи мои покупки. Я хочу приготовить ужин. Ты что, помог бы мне? Ну, возможно. Если б знал, что получу за это бокал сухого зубаранского, как мне фиг делать? Вот это да. Не думала, что ты ценитель вин. Думаешь, ведьмаки питаются салом из утопцев и запивают его водой из лужи? Примерно так. Ну ладно, хватит разговоров так на и пустой питаюсь. желудок. Давай есть. Наверное, это обошлось тебе в целое состояние. Может, мне вложиться? Да нет, оставь. Мне на жизнь хватает. Знаешь, десяток яиц там, 3 ощипанных курочки здесь. И вообще мои финансовые дела скоро я пойдут в гору. аристократка. Так, значит, мы что-то отмечаем, да? Ладно, Раз я пью из заинтриговала. тетрапака через Мы трубочку. что-то отмечаем? Да, Она возвращение прям как- к жизни. Как Но будто там не об вискарь этом или я хотела конину. поговорить. Еще раз спасибо за помощь с башней. Ты был... Да, я ей помогла Великолепно. в башне проклятие Это не снять. первое проклятие, которое я снял. Но одно из самых трудных, верно? На острове такое творилось, как подумаю, меня в дрожь бросает. И лаборатория, надеюсь, ты все там сжег? Клетки, трупы, бумаги. Я ничего не... Лабораторию ничего я не не уничтожала. уничтожил, если ты об этом. Да и зачем? Если изобретения Александера попадут не в те руки, Он над крысами проводил какие-то Хотя испытания и над людьми. у Там люди Коломницы ужасная в клетках репутация. были. Теперь туда никто и не сунется. Может, и беспокоиться не о чем. Извини, я затронула такую мрачную тему во время Ой, романтического нормально, ужина. все бабы такие. Романтического? Я думал, мы здесь как друзья. Друзья. И не только. Подкатываешь Ну. ко мне? Это типа... Я правильно понимаю, да? Это то самое? Ну, у меня же есть кое-кто... Две аж. Как вот? А второй типа, у меня болит голова. Я сегодня не могу. У меня голова болит. Я не готов, я ноги не побрил. Сейчас так вот. Я, не знаю. И хочется, и колется, знаете, вот этот вот, муки выбора. Я буду честна. Извини, есть кое-кто другой. И что с того? Геральт, Геральт, как же ты старомоден. Нет, я просто верный мужчина. Может, ты просто приляжешь и посмотришь со мной на звезды? Почему Ну, на бы и звезды нет? посмотрим. Хорошо, ладно. Сейчас она начнет ко мне приставать, там ногу закинет, на меня руку закинет. Знаешь, как называется то созвездие в Зарекании? Наверняка как-нибудь с драконом. Нет, у него другое название. Немного неприличное. Давай я шепну его тебе на ушко. Даже я не понимаю намеки этой бабы. Эвганинавр.
Она меня усыпила? Кейра, где Она мной воспользовалась? Нет, ты проверь, все ли там у тебя на месте. усыпила меня заклинанием? Значит, она что-то задумала. Башня на коломнице. Ха. Погоди. И чё? А, и все, она меня кинула? Она меня просто кинула, да? На благо науки. Ну-ка, отслеживание задания. Узнайте, что делает эта пиздюлина в башне. Ладно, мне надо найти лодку и, значит, на лодке плыть в башню. Либо... Погоди, это куда нам? Вот сюда, вот они лодки. Сейчас я там лодку скоммунижу. Надо сделать... Надо сохранить игру. Что-то хотела ляпнуть и забыла. Я же рассказывала. Помните, мы бежали мимо руин, и я говорю, я сюда заходила, там два мужика, короче, страдали, ревели, разговаривали о том, что они прогневали Бога, там всебог какой-то. Ну, это такой, что это, типа, за всебог у вас там такой? Вот, он нас защищал, там, плодородие, урожай, тыры-пыры и все такое. И, значит, мы, короче, его прогневали, мы ему принесли плохие дары, там, огрызки яблок и прочую ерунду. Он отказался это брать, потому что он хотел бочонок пива и, значит, какое-то там мясо он хотел. У нас этого нет, короче, война, там в деревне все плохо, жратвы нет, все голодают и т.д. и т.п. Ну, он такой, я поговорю с ним. Мы давай разговаривать, потом я увидела там иллюзию, спускаюсь, короче, в подвал туда, и там, значит, такая жирная какая-то свинья рогатая ходит, и такой, я всебогу, этим людям нужна, там вот эта вся хрень, которую я несу. Ну, я такая говорю, ты будешь жрать огрызки яблок, иначе я тебя убью. Он такой, ладно, огрызки яблок буду есть. Короче, вот так. Я поугарала с этого задания. Так, ну-ка давай управлять лодкой. Я, кстати, умею лодкой управлять. Я научилась. На ней можно даже шифтить. И это будет вот так. Ускорение. Небольшое такое, маленькое. Я в эту башню уже ходила, я не помню. Ну да, я без вас в нее ходила. Здесь, короче, была задача такая, что тут привидения жили. И я искала этих привидений. И наткнулась, короче, на то, что здесь девчонка, дочка, короче, барона. Ее там заживо сожрали крысы. Прям печальненько так. Так, а где тут у нас проход? Так, вот тут проход. Ну и значит, она такая, найди моего Свет возлюбленного. в верхнем этаже башни. Отнеси ему мой прах. Пусть он меня там закопает, и я уйду, значит, из этого мира. Я не буду, значит, я тут тревожиться. Ну, я отнесла кости, она, короче, моровая дева, она его прихлопнула. Мне потрындеть надо. Потерпите, Ну как? мой Ты трындеж. нашла, что искала? Да, спасибо, что спросил. Как себя чувствуешь? Выспался? Ты мной воспользовалась! Ты мной воспользовалась. Да что ты. Я воспользовалась Лучше б трахнула случаем. меня. Зная, что тебе просто нужны заметки Александера, я бы не стал снимать проклятие с коломницы. Ну ладно, я вела себя не совсем честно. Но я же знала, что ты справишься. Все бабы Ты вообще обманщицы, такой не верьте мужественный. им никогда. Это Геральт, кошмар. не дуйся, а то я подумаю, что я тебе разонравилась. Ты мне и так не особо нравилась. И правда, ты мне не нравишься. Потому что ты гнусная двуличная змея. А я-то считала тебя рыцарем. А я рыцарь и есть.
А ты вонючка. Шутки Которая, в я сторону. крыс боюсь, Зачем а по итогу тебе у нее эти белые заметки? крысы. Ты и Она правда верещала, думаешь, что что она можешь крыс меня боится. обругать, а потом так просто вернуться к мирной беседе? Прочь с глаз моих, покуда я не решила дать тебе урок хороших манер. Она еще и обиделась на меня. Я уйду, только когда ты отдашь заметки. Значит, ты останешься здесь навсегда. Да ну нахрен! Херали вообще! В смысле? Какого вообще хрена? Я тебе сейчас, блядь. Как так? Чем мне ее убивать? Как? В смысле? Почему? Я не поняла. С какого фига? Почему? Ты пожалеешь! Да подожди, мне неудобно тут. Блять. Подожди. Нехорошо. Зря ты со мной не смеши меня! Где ты, мразотушка? Зря ты со мной схлестнулся! Все, лежи. Мы даже не чпокнулись. Все могло кончиться иначе. Конечно, могло кончиться иначе. Я в шоке. Почему? Кошмар. Как так-то, а? Бабы это зло. Это прям адское зло. Вообще жесть. Все, пойдем к барону Мюнхгаузену. Я надеюсь, он не будет таким, типа, давай там, чё, кого там, сделаем это, а потом просто опрокинет меня. Не, я надеюсь, мне в этой игре мужики не будут предлагать такие вещи. Мы же мужик, да? Все-таки как-никак. Давай, сдавай назад. А я что-то не посмотрела, куда ехать-то вообще. О, тут какое-то задание. А, я знаю, что тут за задание. Тут, короче, стоит чувак и такой: сразись со мной за мою там какую-то там Матрёну Ивановну. Ну, я, значит, к нему мимо бежала, подошла и такая: а что сражаться-то с тобой надо? И вот я обещала своей прекрасной, что я там 100 побед принесу ей. Мне осталось, говорит, короче, 99. Ну, типа, я и... лодка моя! Сейчас я себе лодку тут расхреначу. Привет! Привет, Люциус! Как дела твои? Рассказывай. Что хорошего у тебя? Все, задом лодка едет очень печально. Утю! У меня пипка грязная, да, у меня еще веснушки появились, и выросли ушки. И вообще, я лиса. Хватит за волоса. Просто день тяжелый был. Да, пипка появилась. Ну, в смысле, нос. Утю, нифига, как я запарковалась. Просто как бог парковки. Так, что у нас тут? Может, у нас тут что пособирать, полутать?
Так, там доска объявлений. Я что ли не была в этом поселении? Собираем все говно. Я, наверное, тут не была. Слушай, тут домики такие. А может и была. Ну-ка, погоди. Давай-ка зайдем в какую-нибудь хижину. Как же это? А вот так вот. Я тут пришел, значит, свет вам тут, значит, зажег. И тыры все из мешочков ваших. Что вы тут насобирали? Все ваши пожитки. Все приданное ваше. Заберу себе. Зачем сломанные грабли лежали в маленькой шкатулке? Пидорит, пидорит. Мы тут топчем грязными ногами. Зачем ты пидоришь это все, бабушка? Гниющее мясо. Я выяснила, что гниющее мясо жрать нельзя здесь. Его можно только либо продать, либо разобрать на прах. Не мешайся, женщина, я собираю ваш лут. Ходит тут, мешает мне, значит, она. Блюдо. Я, короче, понапродавала всякой фигни, которую она собирала, там, те свои похождения, значит, по поселку. Так, ладно. Мне тут надо... О, козья шкура. А я что, не все взяла? Я же вроде нажимала взять. Ну да ладно, непонятно. Видно, что ты человек Эй, не свайся. Конечно, я человек бывалый. Хватит ли бабу раз в неделю лупить? Или больше надо? Бабу раз в неделю лупить? Не надо бабу вообще лупить. Иначе тебе потом как прилетит от бабы от этой. Будешь потом плакать, блин. И стоя какать. Я куда шла-то? Ладно, в замок мы хотели идти. Идем в замок. А то я что-то так это... Хотя хочется по домикам пошариться. Ой, а с другой стороны вход. Разве ж это А я важно, сюда откуда заходила? пришла? Ой, скверно ты выглядишь. Ну да, я сюда заходила. Или тут... Нет, не заходила. Слиток серебра. Все. А может и не в том Вот смысле Они лупить, да. сами тебя найдут. Снова в лес надо. Ты ведь был у них недавно. Раз в неделю это мало. Объективно мало. Надо раза 3-4. Если в этом смысле. Пособираю чуть-чуть травки. Да! Он радуется, когда травку собирает всякую. Нет, тут можно, конечно, взять плотву, позвать. Я бы творогу поел. Ой, Я бы, говорит, творогу поел. Ну, поешь возьми, чё. Корова есть, молоко есть. Пусть тебе твоя старуха приготовит. Какой-то чувачок, это торговец. А там у нас кто? 3 какие-то морды там злодейские ходят. Так, а это что у нас тут за хижина? Я здесь была. Я здесь, по-моему, была. Ну, плотва. Через вот это все. Она... Подожди, давай-ка не будем вот это вот делать. Тут кто-то рыдает. Че рыдает? Я могу вот этой штукой сделать. Вот так себе. Так, да, я здесь была. Не буду заходить даже в домике. Кашляет. Так, ребята, тогда ваше какое мнение? Раз в неделю хватит? Или нет? Мне кажется, маловато будет. Мы бегаем нормально. И коняшку нам не надо. Зато утецкий собираю. Я не знаю, мне, наверное, столько много и не надо, но это же все можно дело продать.
Я уже продавала травку всякую. Травку продавала. Я маленькая барыга. Так, хорошо, нам надо разыскать барона. Я, по-моему, сюда уже приходила. Детей, запирайте двери скорее. Это он бароновых людей перерезал. Они меня боятся, смотрите. Ну и бойтесь. Вот, я вам говорила, что вот эта фигня, пропали жена и дочка барона. И я тут шарилась, я тут лут собирала. Если по жопе, то можно каждый день. Ну, можно, да. Закрыто. Закрылись они от меня. Аж козы убегают. А ты зачем достал свой, блядь, ссаный меч? А какого хера? На меня. Нам не справиться! Блядь. Ах ты, сука. Как мне его пробить, его щит вонючий? Надо сделать... Так, это я сделала себе... Прощайся с жизнью. Игни. Блядь, не восстановилась еще. Сейчас восстановится. Давай-ка мы с тобой что-нибудь сожрем. А чё он не загорелся? Пиздюк. Сейчас! Все вместе! Так, готов. Иди сюда со своим... Так, а мужику хорошо, мужику нифига. Будем убивать только этих разбойников. Хорошо, идем дальше. Закрыты, они все закрылись от меня. Да какие они? Им страшно просто всем. Иди, прошу тебя, иди отсюда. Иди, говорит, отсюда. Стой! Чё? Барон у себя? А тебе что? Я к Дело нему есть? пришла. Открывай ворота. Нет уж. Да подкрывай, жирная морда. на распутье. Таким, как ты, сюда хода нет. Здесь не пройти, надо что-нибудь придумать. Может, кто-то из местных жителей все-таки отважится мне помочь? Тот мужичок, может быть, который меня не испугался. Как вы думаете? Один только дряхлый старичок от меня не бежит. Мое почтение. Мое И почтение. тебе привет. Все бегут, как меня увидят, а ты нет. Староват я бегать. Ты что ты мне сделаешь? Убьешь? Воля твоя, мне и так недолго осталось. Шкуру спустишь? Так спускать уже нечего. Ты давно тут живешь? Ну, с рождения. Почитай, 70 весен будет. И, наверное, все тут отлично знаешь. Да, не жалуюсь. Мне надо в замок. Можно туда в обход ворот попасть? Можно, только немногие об этом знают. А дед Если бы ты, знает. ну, к примеру, дал бы мне какую-нибудь денежку, я бы, может, и подсказал. Денежку. Ну, давай, денежку дадим. А почему он поможет нам? Давайте так. Ты мне ради денег помогаешь? Или почему? Тебя ведь не впустили из-за того, что ты устроил в корчме на распутье, так? Ну да, мы там А перебили. тамошний корчмарь Шурин мой. А почему нет, меня не проведешь? Ничего ты от меня не получишь. Если есть другая дорога, я ее сам найду. Найдешь. А может и нет. Так. Короче, хрен, давайте Ну ему что, заплатим. подумал?
Да, все, на деньги. Будь по-твоему, не хочу я спорить со стражниками. Несколько лет назад, когда во Вроницах еще старый владетель правил, пропал подмастерье кузнеца. Всей деревни его искали, но тщетно. Наконец нашли ребятенка. В реке. Утонул он. В реке Печально. утонул. И как мне это поможет? Там Через пару какой-нибудь... дней баба, что служила у владетеля, нашла шапку парнишки рядом с замковым колодцем. Парень упал в колодец? Так точно. А где нашли ребятенка на северо-запад отсюда, поставили часовенку. Выходит, и Ага. вот там неподалеку. туда Часовня, дойти-то? колодец. Ступай по той дороге, что через деревню идет, пока не дойдешь до моста. За мостом поверни направо. И дальше иди прямо, пока не дойдешь до развилки. Там опять сверни направо. И по тропке на холм. А сверху как раз часовенка-то и будет. Я надеюсь, мне сейчас Направо за тропинку мостом, нарисуют. потом еще раз направо. Я найду, спасибо. Нарисуйте мне. Ой, слава богу, тропинка есть, а то мой топографический кретинизм бы сейчас нас потерял. Подговорил шапку скинуть мальчика в колодец? Ну ничего себе. Вот это поворот. Что ты человек бывалый. И уже не боятся, они уже не разбегаются от меня. Так, и тут повернуть направо, он говорил. А тут можно еще собрать цветуёчки. Где вот это цветуёчка собрать? А еще вот это можно взять. У меня там уже дофига всякой травы. Пидю! Я, кстати, сделала какую-то еще эту... Зелье варенье я еще какое-то сделала, но у меня нет еще от животных зелья варенья, которое бы мне помогло убить этого волка-волка. Так, по всей видимости, это у нас часовенка, что ли? Погоди. А от нее... О, косульки. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Устал. Ну, хорошо. Часовня. А, вот Значит, она. вход где-то рядом. Вот где-то рядом. Найти пещеру. Ну, пещера где-нибудь должна быть, скорее всего, может быть, там, на той стороне. Пиньята. Шикуня, привет. Привет, малышка. Как у тебя дела? Рассказывай. Кстати, да, из мужиков тех нормально таки пиньята будет. Кишки им просто вообще на ура можно там выбивать. Вон он. Ну, да, я говорила. Что вот она. Дырындочка. Так, нам надо... Ты... О, тю-тю! Давай, мы ныряем очень интересно. Крайне интересно мы ныряем. Так, а чё, ты там не проплывешь, что ли? Или чё, я не поняла. А чё ты там не хочешь плыть? Он не хочет плыть. Он сюда не хочет идти. Сейчас, погоди, значит, с другой стороны. Залазь, 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 залазь. Вот тут, значит, пойдем. У меня еще нету зелья кошки, которое мне позволит зенками моими глазеть нормально в подземельях.
Ой, блядь, это вонючка. Да сдохни ты, блядь, сгори, ведьма сраная, вонючая, блядь. Печень чудовища. Отлично. У тебя все отлично. Это хорошо. Это меня очень радует. Так, там у нас где-то какие-то вкусняшки. Опустись, как я... Так, ладно, я посмотрю... Где это? Настройки управления. Это, наверное, где-то здесь. Нет, раскладка, привязка клавиш. Переключиться, прыгнуть, зафиксировать. Так. Плыть, где проплыть? Нырнуть. На S. Обоссаться. Что на S нырнуть, блядь? Ныряй, ныряй, ныряй. Да, блядь, нырни ты, ёптать. А, кишка! Надо взять вкусняшки. Так, все, теперь подымайся. Уже близко. Какой свет уже близко? Ты что, там умирать собрался, что ли, у меня? Давай, раз. Подняться по ручью, питающему старый колодец, найти дорогу в замок. Погоди. Там кто-то что-то пилит, что ли, или что? Грибочки. Привет. Да, я испачкалась чуть-чуть. Слегонца. Я потом отмою нос. Возможно. Это не точно. У меня все хорошо. Как у тебя дела? Чем ты там занимаешься интересным? Ой, как тут много цветочков. Вот в Изиме были балы. А я думала, сейчас я их соберу. Танцевал я там А пару мне, раз. наверное, по жопе Ивановну. наваляют. Нас! Как мы там кружились! Сейчас он схватит, отсадивает с бабкой. Раз, два, три, раз, два, три. Подробностей мало про нос или про что? Поставки должны быть раз в неделю. Мне все равно, как ты это сделаешь. Вы не останетесь на чай? Вы не У останетесь тебя на и чай? без того гостей хватит. Меня увидели. А, привет, защитнику угнетенных. Здравствуйте, Быстро дяденька. новости расходятся. А то. Нифига он жирный Я такой, как прям. узнал, что Ух. ты перерезал моих людей, хотел тебя В повесить. монитор втыкаешь, Или, по не крайней мере, игрался? высечь. А потом подумал, вот же крепкий молодец, раз с ними со всеми справился. Ай, Такой просто может привет. мне пригодиться. Я лиса, да. Хватит волоса. Так. Я не наемник, но для чего я могу пригодиться? Может пригодиться? Для чего? Вот, пожалуйста, хорошие отношения. Сразу видно, что мы сможем договориться. Прошу, только повежливее, будь так добр. Помни, я еще не решил, что с тобой делать. Он еще не решил, Поговорим, что со там мной и буду делать. думать. А я хотела его цветочки собрать. Располагайся. Он что-то не особо переживает, то, что у него Где-то пропала у жена меня и была дочка. еще водка. Еще водка у него была. Сейчас как напьемся водки. О, нашел. Выпьешь? Я не пью. Нет, спасибо. Спасибо, я не за этим пришел. Но можно Как и выпить. хочешь. А я вот не выпью. люблю сидеть сухим горлом. Будем? До войны тут была винокурня, лучшая в Велине. Вот сожгли ее до основания, сукины дети.
Мобов унижал, всех унизил. Тебя не обижали? Ну, к делу. Я Филипп Стенгер. Мужичье меня зовет Филипп Кровавым Киркоров. Бароном. Геральт из Ривии, мужичье меня зовет мясником из Блавикина. Я знаю, кто ты. Мы только поэтому и разговариваем. Ну, только поэтому и разговариваем, Как тебе понимаете? велен? Давай это ближе к делу. Я пришел не пейзажи обсуждать. Это зря. А меня барышня Сразу видно, обманула. ты тут недавно. Она сказала, что хочет А со мной между то тем самое здешние сделать, болота а и просто трясины крайне воспользовалась интересные мной. места. Ведьма белобрысая. Если кто пропадет, так тяжело потом искать. Пытались обидеть, но не обидели, да? К чему ты Ты клонишь? всех обидел. Многие потеряли здесь близких. Кто жен, кто дочерей. Давай к делу. Ты скажешь, наконец, в чем дело? Он сейчас, наверное, расскажет про Цири? жену. Ты же здесь из-за нее? Цири. Значит, она тут была. Она попала ко мне не так давно. Была без сил, ранена, а смердела, как шелудивая псина. Позже мне сказали, что она пришла со стороны болот. Со стороны болот. Цири раненая пришла к нему. Сказала, что по пути к деревне на нее напали чудища. Нормально чудища на нее напали. Этих чудищ зовут горы и камни. А, надо наоборот. А, ну да, я не так сделала. Ну да. Кусики, кукусики. У меня все хорошо, вот играюсь. Играя за Цирилу, вы не можете использовать рюкзак, а также накладывать знаки. О, какого фига я за нее буду играть? Подожди. Этого еще не хватало. А я что-то собирать... Надо уходить. Подожди, я собирать не могу, да? А, нет, она типа поучена, но на кой черт она поучена? Очень интересно. Надо помочь. Не кусай меня. О, нифига у нее умение, какое классное. Офигеть. Она так... Вообще у нее ускорение матерое. Ну вот это... Прям вообще бомбезное. Столбы с асфальтом нападают, да, Привет, бывает малявка. такое. Ку-ку, Ты всем привет. потерялась? Так, немножко. Ты тоже? Ты тоже, на говно похоже. Я тоже потерялась, пусть так Ага. будет. Нифига Только у нее совсем немножко. шрам. Значит, ты знаешь, куда идти? Завтра Ещё нет. защита. Но если мы пойдем Ой, вместе, я то буду вот так обязательно вот за тебя что-нибудь придумаем. держать. Завтра Что-то напишешь случилось? меня. А, ты про это? Пустяк. Мне наваляли пиздюлей. Пустяк. Где твой дом? Скажи лучше, где ты живешь? В Залипье. Там бы тебе Залипье. все раны Там все залечили. залипают. Откуда ты тут взялась? С дядькой пришла. Он мне велел идти по сладкой тропинке, чтобы Обещала, наесться. обещала. И сказал, что подождет. Ну я и шла. Ты справишься, я в А тебя там верю. летел мотылек. Я побежала за ним, ну и потерялась. Я потерялась. Зачем надо было идти по сладкой Почему тропинке? папа отправил тебя по сладкой тропинке? Ну, потому что утром еды не было. Не поняла. Я немножечко плохо себя вела. Разбила крынку с молоком. И Родители, наверное, разозлились. Мама наказать меня хотела, а тятя сказал, что и так слишком Тятя. много ртов кормить. И что как пойдем по сладкой тропинке, так все заботы из головы и вылетят. что за сладкая тропинка? Когда вы с папой Сладкая вышли тропинка. из дома, Утром а солнце Сама тебе по себе светило в тропинка лицо сладкая. или в Идешь и спину? лижешь тропинку. спину,
Там язык Значит, такой надо идти на восток. Тогда пойдем. непонятный, Я тебя цвета отведу. земли. И объясню твоим родителям, что нехорошо терять детей. в лесу. Шрамик у нее. Мы не сможем. Тут волчий король и его стая. Волчий король. Хорошо. Видишь, что у меня на спине? Этого и волки боятся, и короли. Пойди-ка сюда, я Никто, тебя по-моему, подсажу. не особо этого не боится. Давай, пока-пока. Удачки тебе завтра. Мы там не забрали кишки с волков, ну да ладно. Волки! Быстро! Спрячься! Офигеть! Вот это мощь! Я, конечно, тыкаю вообще как ёба-боша. Доставай свой меч, там еще не все. Но мы сейчас пособираем. Я не знаю, надо это собирать или не надо, учитывая, что... Пойдем, вонючка маленькая. Учитывая, что она не может пользоваться рюкзаком, нафига? Привет. Ну, это непонятно. И вроде и не косплей. И сюда! Я просто лиса. Больно сделала. Так. Король волков. Это я буду, Можно что ли, выходить. вот так вот Ну ты из-за храбрая. нее, из-за него? Даже мой дядька так не умеет. Естественно. Мой умеет гораздо больше. Айда сюда, мелкая Пойдем. засранка. Только надо понять, куда идти. У нее чутье есть? Интересно. Глянь-ка, что там лежит. Ручки, ножки, Подожди, кишочки. тут. Не подходи. Но Никаких Цветочки но. собирать. Останься здесь, я Хорошо. кое-что гляну. Лодка, да. Маленькая лодка. Как она только тут оказалась, если тут нет воды? Что глаза? Глаза? Сейчас мы будем ему выкалывать глаза. Белки красные, все еще влажные. Умер недавно. Умер недавно. Рот раскрыт. Губы перекошены. Ну и зубы. Сливы отливы? Перед смертью ему, наверное, было очень больно. Может быть, но не похоже на то. Раздавленная грудь. Ребра пробили легкие. Кишочки такие прям, Данон. Что-то его подбросило и ударило об дерево. Нога оторвана. Или скорее кто-то ее отгрыз. Так его волки жрали. жуть какая. Стой там и не подглядывай. Не подглядывай. Костный мозг высосан. Интересно. Может быть. Так, давай жив. А, подожди, про ногу. Нога Я хотела про оторвана. живот, блин. Или скорее кто-то ее отгрыз. Фу, жуть какая. Мы это уже Стой там проходили. и не Давай. подглядывай. Разорвала Костный мозг пацана. высосан. Интересно. Давай, про живот. Сейчас она... действительно, он поел Печени крышки KFC. Сожрали? Печень Зачем сожрали. ты копаешься у него в животе? Там еда. Посмотри лучше, у тебя шнурки завязаны? У тебя шнурки завязаны? У нее нет шнурков, Похоже, дурында. малявка не выдумала этого волчьего короля. Это волколак. Я не знаю, как волколака побеждать. Что с ним случилось? Его съели. Упал он. Случайно. Упал. Ну да, И конечно. у него кишки выпали. Волчий король его подрал. И с каких это пор дети стали такими умными? А что мы будем делать, если он и на нас нападет? Хороший вопрос. У меня нет серебра, но я могу приготовить масло.
Масло она может приготовить. Масло? Подсолнечное? Подсолнечное. Нет, особое. Из собачьего сала, борца, собачьей петрушки и волчьей печени. От него волчьему королю будет очень-очень больно. Какая ты умная. Обосрался. Куда ты знаешь такие штуки? Тебя тятенька научил? Нет, не тятенька, дяденька. Дядюшка Весемир. Дядюшка Весемир. Собрать петрушку. Но петрушка это беленькая. Пойдем искать петрушку. Волки. Вот еще Слышишь? эти суки. Прячься! Быстро! Ай, ай, тихо. Нет. Она восстанавливает ХП же, да? Сама по себе. Не ешь меня. Да, она ХП восстанавливает. Отлично, это замечательно, это прекрасно, просто превосходно. Все! Можешь выходить. Так, хорошо, у нас есть Отлично, все есть. петрушка. Осталось найти место, где можно развести огонь и Да, у спокойно нее животик приготовить какой масло. симпатичненький. Вода появилась? Скоро прилив? Скоро прилив, хорошо. Много говорят? Ты что Ну да, делаешь? диалогов Масло много. для меча. Масло для меча она Посмотрим, делает. как действует Масло. рецепт Дима, ты дядюшки понял про масло? Весемира. Какое там масло она делает? Сидя на корточках. Так, ну и где этот король-барон? И часто родители детей на сладкую тропинку посылают Иногда. А иногда сами идут. и Я возвращаются? не буду это Ты озвучивать. что? У них же там еды полно. И где этот? Волкова. Туда, через пещеру. Через Веди. пещеру. Там, подожди, там грибы были. Ну ладно, пойдем. Именно она самая. Тут немножко темно. Боишься? Немножко темно. А Нет. Ну и я нет. Кричит. Гр делает. Гр. О, Волчий король, теперь ты мне веришь? Верю! Прячься! прячься. Рубанула просто, хочу. Вот это вообще. Ну ты даешь. В жизни такого не видал. Малявка! Вылезай! Офигеть. Она просто как лук нашинковала его. Шашлык надо сделать. Мы нашли в лесу Тебе мертвого. повезло. Вовремя мы подошли. В лесу мы видели одного, менее везучего. Это Ярон. Мы возвращались из-под леса. Хорошо. И это В следующий чудище раз на нас буду напало. кричать так. Я-то сбег, а Ярон... Эй, Не тише! сбег. Тут же малявка. Хорошо, мы сейчас У пойдем в тебя деревню. бинты дома есть? И что-нибудь от заражения? Он меня Он может поцарапал. тебе пописать на ранку. Меня-то нет. А вот хозяин мой, человек серьезный. Он-то точно поможет. Может, даже награду какую даст. За убой волколака-то. Ну ладно. Награду нам не Иди к помешает своему награда. хозяину.
Сейчас бы так хоп, и мы в деревне. О, хоп, и мы в деревне. Бухает. Вкусно, ням-ням. А-а-а. И кого вы мне притащили, а? Это не моя дочь. А вторая? Ни та, ни другая. Дочь-то я узнаю. Жрет скорее, просто скорее всего в рот Может, и не забегать. ваша, но шибко похоже. Так как? Будет награда. Награда будет. Я тебе, сука, покажу награду. А ну, упёрдывай отсюда, пока я пса не спустил. Упёрдывай, говорит. А это руками жрет. А, это тоже Ну, уже руками. И с шляпой из гуляш? какой-то. Очень. Спасибо большое. Я не ела уже. Да я вижу. Рад, Она что и не ест, нравится. она воздух Как что-то подкрепишься, хватает там. Ванна для тебя готова. Что-то не прорисовали а потом нормально мы хавку. спать не дурно, а? Гретка за печкой, а тебе я велю приготовить гостевую комнату напротив Дим, мы кухни. так будем на работе кушать, да? Я... Сели и тихо, воздух ешь вот так спокойно. едим, в рот Мы еще складываем. поболтаем, когда отдохнешь. Потом, Кать, ты наелась? Да. А ты? Да. Я приказал своим людям о ней позаботиться и оставил ее отдыхать. А потом? Ну, это уж совсем другая история. Ну так рассказывай. А мне кажется, что история все та же. Рассказывай. Доставай, Не показывай. так быстро, ведьмак. Помни, что у тебя передо мной должок. Ты зарезал нескольких моих людей. Они Мы же засранцы. хотим сговориться. Я так понимаю, ты хочешь поторговаться за эти сведения? Соображаешь. Я сочувствую твоей утрате. А я уже несколько но нашла таких так моментов, случилось, которые что мои это... жена и дочь тоже пропали. Ну, бросаются. Предлагаю уговор. Ну, как бы, да Найди пофигу на моих это. близких, а? Просто так Я смешно. расскажу тебе все, что знаю о девушке, которую ты ищешь. Надо найти его жену и дочку. Да по-любому все, по рукам. Я тебе помогу. Я найду твою семью, но потом ты расскажешь мне все, что знаешь. Главное, тебе чтобы он моё не слово. опрокинул Когда ты меня. последний раз их видел? Они пропали в последнее новолуние. Как сквозь землю провалились. Что значит пропали? Ну, пропали. Я утром просыпаюсь, а их нет. Использовать фантазию? Я, значит, в четверг приеду на работу, принесу контейнер. И, значит, Дим, представь, да, значит, это все происходит утром, значит, я приезжаю с контейнером на работу и говорю, я тут настряпала пиццу, давай чай попьем. Открываем контейнер, там как бы пусто, но там лежит пицца. И мы такие сидим, как вкусно! Какую Катя вкусную пиццу сделала! Хозяйка молодец! Да, темпов много. Ну, будем ржать. Будем ржать. Так, хорошо. Нужно Этого больше всё еще сведений. мало. Можно осмотреть их комнаты. Зачем? Зачем? Может, я найду там Нюхать какие-то буду их следы. портки. Пердеж на простынях буду Я чужим не нюхать. позволю рыться в их вещах. Ты хочешь, чтобы я их нашел или нет? Хочу. Тогда не мешай работать. Ну, будь по-твоему, но я с тобой пойду. Да Всё иди равно со дверь мной, иди. открывать. Я не против. Будешь там трусы своей жены нюхать. Ну да. Ну Юрка так точно попросит, что мы там курим. Знаешь, дочка моя в детстве очень любила зверей. Как-то увидела на стене оленьи рога и... Знаешь, что спросила? Понятия не имею. Папочка, говорит, а у этого оленя попа за стеной. Чё? Понял? Попа за стеной. А, про этих. Если ей кто зло причинит,
Убью нахер. А ты куда долбишься там? Пришли. Вот, сука, опять заедает. Это наша спальня. Комната Тамары там. А, надо все, без Только не спальни. устраивайте бардак. Когда они вернутся, пусть все будет так, как они оставили. Я сейчас пособираю только всякие вкусняшки, да? Это наша спальня. Чё, нету тут вкусняшки? Еды там мне, пожалуйста. Пройди, ёптать. А, мне надо взять чутьё. Деревянный своё. подсвечник, ножка сломана. Чувак толстый психованный, вообще психованный. Истеричка та еще. Так. Стена другого цвета. Будто еще недавно здесь что-то висело. Может, эта картина по размеру подходит? Какая это? А, которая вот эта? Так, что-то мы взяли. Барон и его жена выглядят счастливыми. Самое интересное, какую правду я получу. Не знаю, А не здесь? знаю. А, кто-то закрыл дырку в стене. Интересно, что там с другой стороны? Оленья жопа там. Ну давай, открывай. Так, интересно. Похоже, это деревяшка, ножка от того подсвечника. Вряд ли это Да, он совпадение. Шерлок Холмс. Похоже, тут дело дошло до драки. Теперь Поищу что-то еще следы. вкусное будет. Может быть. Может быть. Ничего не обещаю, но и ничего не отрицаю. Свежие цветы. Свежие цветы. Он что, надеется, что они Желтые могут вернуться в тюльпаны. любую минуту? Подарил ей то самое. Золотое кольцо опять. Так, а что у нас еще тут есть? Так. Глубокие какие-то выщербленные. следы непонятные. Должно быть, били чем-то тяжелым. Конкретики хочется. Значит, будет вкусненькое. Обязательно будет. Так, погоди, что еще? На кровати ничего нету? Так, вон еще следы. Надо тут еще посмотреть. Сломанный подсвечник, пятна от вина. Кто-то разбил бутылку. Кто-то разбил бутылку. Эрвилюс из Тусента. Хорошей выдержки, долго не выветривается. Интересно, куда ведет след? А он что ли у нас сомелье? Куда ведет след? Хера себе, куда след ведет. Ну идем по следу. Так тебя через пятак. Серьезно? Так. Черт, след обрывается. Талисман. Можно поискать здесь что-нибудь еще. Еловая деревяшка. И пахнет можжевеловым дымом. Можжевеловым. Похоже на народный оберег. Интересно, от чего он должен был защищать? Добрый Кажется, вечер. здесь больше нет Екатерина, ничего сколько интересного. будет секунд в 5 минутах? Много. Ну 300 же. И сейчас будет тракториста. Пойдемте в комнату Тамары сходим. Тамара! Что за золотое? Сосуд для благовоний. И старый ключ. И старый ключ. Интересно, что за дверь он открывает. А низ? Письмо к Тамаре. Ну-ка, давайте прочитаем, что за еще? письмо. Шафран? Шафран? Мы как одна семья, поддерживаем друг друга и помогаем друг другу пережить тяжелые времена, справиться с прошлым. Ибо у каждого из нас есть свое прошлое. Стоит ли копаться в чужом? У нас правило, мы не спрашиваем больше, чем человек сам о себе хочет поведать. Прошлое для нас не имеет значения, только будущее, в котором мы намерены бороться со злом и несправедливостью, с противоестественными и отвратительными практиками. Отлично. Замечательное письмо к Тамаре. Я думаю, Тамара поняла, что ей хотели сказать этим всем. Так. Все, тут я больше ничего не вижу вкусного, да? Вот этот след, куда этот след идет? Пикачу!
А я и не против. Про тракториста не против? А, тракторист не против? А, замечательно, как прекрасно. Муа. Тракториста мне подавайте, заводите. Так, смотри-ка. Пам-парам, пам-пам. Пам-пам. А тут полутать, может быть, можно? Нет? Не можно. Так, ладно. Идем тогда дальше. Где этот след? Он идет. Ты там что, серишь, что ли? Придурочный. И смеется. Сам пернул, и самому смешно. Ой, дурак. Ой, дурак. Выпускай, урода. Я думаю, урод спит. Тогда пойдем. Какого-то урода выпускаю. Я думала, они про меня говорят, что я урод. Я уже хотела сказать, что они сами уроды. Покажись тут Е. А там Е не показывается. Я хочу пособирать вкусняшки. Ты всякая фигня. Вон, мне бы еды не помешало, а не всякое. Закрыто. Нужен ключ. Привет. Hi, hello. Все собрала. В носу ковыряет чувак. Усики свои разглаживает. Эники-беники ели вареники. Больше трезвый. Больше трезвый. Да-да. Пьянчуга. Ого, тут сколько вкуснях. Нож какой-то. Вареник. А у нас вареник. Я привезу вареник с собой. Все, мы будем питаться варениками. Как много вкусняшек. Сейчас барон такой скажет: ну-ка показывай, что ты там насобирал. Что ты там натырил у меня? Так, вот она, эта вся кака-бяка. Заходим. Замок открыт. Кто-то храпит там. Как мне кажется. Или мне кажется. Но кто-то храпит. Смотри-ка, тут какой-то ритуал. Молитва. Ну-ка. О, вечный огонь, озаряющий души и дающий свет, согрей нас теплом твоим, осуши слезы наши, испепели врагов наших, окружи друзей наших заботою твоей, пошли здоровье матери моей, накажи отца моего, помоги мне исполнить то, что предназначено. Это, скорее всего, Тамара делала. Алтарь? Хорошо, Выходит, Игорь. вечный огонь Ты в добрался люлю? уже и до Велена. Хорошо. Сладких снов. Бай-бай. Я тоже скоро буду заканчивать. Пойдемте поговорим с бароном. Так, все, тут ничего брать не надо больше? Нет. Погнали барона искать. Где сидит там наша алкашина? Сейчас этот еще раз пернет. Так. Ну как, уже осмотрелся? Да. Здесь повсюду несет вином. Что случилось? Ну, это должно быть мои ребята. Какая пьянь. Ты даешь своим людям Эрвилюс? Ох ты, ну может и я разлил. Говорю же, я в ту ночь Он что-то не пьяный был. очень, по-моему, Да правдиво со мной говорит. значение-то? Тут О, вино thank везде you, thank несет. you. Что хм? А? Олеженька? Что хм? В комнате я нашел следы борьбы. Можешь об этом что-нибудь рассказать? Следы борьбы?
О чем? Думаю, кто-то на кого-то напал. Наверное, на твою жену или дочь. Она хотела защититься, схватила подсвечник, это но не не мыло, попала в нападавшего, всего лишь крышка а только пробила от дыру сока. в стене. Потом они еще дрались. Я не знаю я ничего об этом. В ту ночь я Пьян был. пьян был и ничего не помню. И я проснулся, когда их уже не было. Но Они вы же сбежали, здесь не по-моему, одни просто от живете. него. Может, твои люди что-нибудь слышали? Я всех по 3 раза спрашивал. Конечно, никто ничего не знает. А моя бабушка курит трубку. Трубку курит бабушка моя. Узнаешь этот медальон? Да, Анета носила его последнее время. Ты знаешь, откуда он у нее? Пятка на крышечку. Понятия не имею. Нет здесь в Нет. окрестностях какой-нибудь чародейки или ворожьи? Сейчас. Ворожей есть. Старый чудило. Живет недалеко от больших сучьев. Ну и колдунья еще есть в Подлесье. Но я о ней мало знаю. Она здесь недавно объявилась. Если Анетка ходила к кому-то, то скорее к колдуну. Она ведь чужакам не доверяет. Какому колдуну? Надо сходить поболтать с этим ворожеем. Только имей в виду, ты с ним вряд ли сговоришься-то. Он, говорят, в молодости порешил собственного отца секирой. Вот и после этого двинулся. Не Вроде починила. как он духов видит. И с козой ебется. Меня его личная жизнь не интересует. Я хочу просто спросить Зачем о мне медальоне. информация про козу? У меня, короче, есть кожа, я обшила просто ручки, а сидушку, как бы, в свете последних событий все подорожало. И сейчас сидушку и спинку обшить очень дорого. У меня нет машинки, поэтому я не могу сама обшить. Руками очень тяжело кожу прошивать. То есть, как бы, кожа у меня есть, материал у меня есть, просто нужно отдать людям, у которых есть машинка нормальная, чтобы это дело все нормально прошить. Ну, либо, как бы, дожидаться, когда с ценами все наладится, и отдать в ателье, чтобы мне перешили сидушку и спинку. Ты зашел на интересном моменте. Привет, привет. Да, момент у нас поистине интересный. Так, ну хорошо. Нам надо найти хату. Нильфгардской падалью смердит. А ты перестань пердеть, и смердить ничем не будет тут. Ишь ты какой. Гениально вообще. Он прям вообще бог, блин. Шутеек. Так, ну хватит тут это. Вам пора. Всё, уходим. Уходим, уходим. Наступят времена почище. Так, хорошо. И как мы пойдем? А если на Большакском заработок поискать? В общем, и то лучше, чем со скуки жопничать. Ну-ка, ну-ка, смотри-ка. Хватит обзываться. Кто обзывается, тот сам так называется. Я придумала. Увидишь. Подожди-ка. Использовать. Это я просто вот это сделала. А тут они все спят. Я не смогу ничего продать, потому что они спят. Ладно. Собираем все. Гвинт. Задание на гвинт. Никогда не буду это говорить. Один меч? А почему у меня один меч? А мышей тоже? У меня было 2 меча. У меня 2 меча. 2. Просто, может, отображается так. Но у меня 2 меча. Вот, 1, 2. У меня есть еще масло. Масло есть, смотри. Против гибридов есть масло. Есть масло против трупоедов. А ну-ка, давай по алхимии посмотрим, что я могу сделать. Вот я один мутаген делала. Такой синенький. О, смотри-ка, танцующая звезда. Я могу... О, смотри! Господи, я читаю масло против огурцов. Нифига, у меня мозг дорисовал слово. Огры, а я огурцы. Яд повешенного. Ну-ка, давай изготовим. Масло против зверей мне надо.
надо медвежье сало еще собрать. Вот эту фигню надо, вот эту фигню. Я сейчас посоздаю всякую няку себе. Масло против призраков. Против огурцов. Против вампиров. Это у нас взрывательные штуки. Ты пойдешь в душ? И без меня? А как же я? Я же лучше мочалки. Иди, купайся. Какова пара? Я тоже скоро буду заканчивать, наверное, уже. Завтра же работать все-таки как-никак. Несмотря на то, что я на удаленке. Но работать надо. Так, хорошо. Мы сделали себе немного всяких разных масел. Да, как у меня теперь много вкусняшек. Главное не забывать это все дело мазать. О, я могу вот так поставить. Смотри-ка, как прикольно. Танцующая звезда. Огненный взрыв, который может поджечь ближайших врагов. Уничтожает гнезда чудовищ. И все чудовища такие: о нет, Катя, пожалуйста, не надо. Не надо. Так, погоди, нам надо найти это. Комната Цири. О, ну-ка, а это где? Это, наверное, где-то здесь, ведь в замке в этом. Да, может, я вернусь туда, а? Давай-ка я вернусь. Чё мне, нельзя смотреть будет, что ли? Может быть, можно? Деревню задание, а этот и там кто-то кого-то трахнул. Кто-то там себе под ног. Так, как тут? Где мне зайти? Ну, это какой-то, блядь, хлев непонятный. Не думаю, что она тут тусовалась, скорее всего. Вот здесь подъем, да? Да. Ой, да хоть срать. Бессовестные взрослые дядьки, как дети малые, просто срут. Значит, здесь ночевала Цири. Можно хранить предметы, не опасаясь воров или случайной пропажи. Спрятанные вещи доступны из самых разных мест, разбросанных по всему миру. Положив предмет в один тайник, вы всегда сможете достать его из другого. Это прекрасно. Тайники всегда видны на карте, они отмечены значком маленького зеленого сундучка. Отлично. Неясная природа проклятий. Неясная природа проклятий. Лидия ван Бредеворд. Откуда у нее такое? Откуда у нее такое, интересно? А в тайнике там что, ничего такого не лежит. А что я туда могу положить? Вот это мне пока не надо. Я пока что сильно... И продать это не могу, и взять это не могу. На себя напялить. Так. Вот это вообще ненужное продать можно будет. Блин, это рунки в одежку. Мне надо будет умение потом себе сделать. Ну-ка, что это за штука? Похоже на волчок. 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 Вряд ли им играла Цири. А вот Гретка... Девчушка маленькая, которая. Ну-ка, давай-ка при помощи чутья посмотрим. Так, это, наверное, Цири. Похоже, она уехала в спешке. Похоже, она уехала в спешке. Ну и ладушки, оладушки. Так, прочесть книгу под названием «Неясная природа проклятий» из комнаты Цири. Так, погоди, а как у нас... где это читать? Все, ёпта. Хозяйки леса, вот «Неясная природа». Моим дорогим друзьям Филиппу и Анне от графа Лагевра, господи, министра культуры королевства Тимирии. Вы зима, 1265 год. Нифига себе, какие старинные издания у нас тут. Весьма ошибаются те, кто считает, что проклятие есть исключительное проявление злой воли одного существа, направленной против другого. Удивительно часто происходят случаи непреднамеренного наложения проклятия на самого себя или
на находящиеся поблизости неодушевленные предметы. Последствия подобных происшествий трудно предугадать. Зачастую это приводит даже к смерти существ, находящихся под действием проклятия или вступивших в контакт с проклятыми существами или предметами. Вот почему крайне важно принимать меры предосторожности для обеспечения полной безопасности при наложении проклятий. Мадам Амелия Веракуз-Леон рекомендует как минимум следующее: очиститься от негативных мыслей, стремясь к полному единству с миром и к гармонии тела и разума. Нихуя непонятно, но очень интересно. Спасибо, мы прочитали С книгу. посвящением барону и его жене. Так, Кажется, нам у них надо в Изиме были высокопоставленные знакомые. на кухне найти девчушку. О, сейчас мы соберем еще всякие медвежьи шкуры. Бахрома. 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 Она учится говорить. Лердуранж. Нет, она учится читать. Все, Ты поговорить. Гретка? Я. А ты Геральт. Откуда ты знаешь? Потому что у тебя белые волосы и медальон с волком. Цири мне рассказала. Угу. Это не твоя? Волчок. Где ты его нашел? В комнате Цири. Мы играли там иногда. Однажды мне было очень грустно, и Цири вырезала мне волчок. Жалко, что ей пришлось уехать. Наводящий вопрос. Вы с Цири же разговаривали? Ну да. Она не говорила, например, куда собирается? Или зачем она здесь? Говорила, что ищет тебя и чародейку. Только ты здесь. Енифер, Значит, тебя она не получается, нашла. она ищет. Ну, может, Меня хоть другу Иен. этому своему помогла. Цири хотела помочь какому-то другу. Какому, не знаешь? Как это какому? Другу своему. Она сказала, что он угодил в переделку, а она должна его спасать. Какой друг? Ты не знаешь, где Цири? Нет. Однажды, когда я принесла ей завтрак, ее уже не было. А барон сказал, что она уехала. Ты не спрашивала, куда? Я спрашивала, но он сказал, что я маленькая и все равно не пойму. Но Цири оставила мне подарок. Какой? Какой? Вот такой. Зеленый камешек. Ух ты, красивый подарок. Спрячь его хорошенько и никому не показывай. Он очень ценный. Что за камушек? Ну и все тогда, пока, малявка. Спасибо. Ну иди играй дальше. Я не играю, я помогаю. Бахрома. Висюльки. Это висюльки. Так, хорошо. Прочитать книгу «Хозяйки леса» — это для того, чтобы искать то, что нам про этих там, про малявок было. Короче, мы не этим сейчас будем заниматься. Мы сейчас пойдем искать... Или уже не пойдем искать? Нет, наверное, сейчас пойдем найдем. Так, задания. Вот, найти хату ворожея. Сейчас пойдем вот сюда. Так, сейчас по карте посмотрим, далеко это или нет. Серьезно? Серьезно? Серьезно, да? Ладно. Я поняла. Поехали в деревню за данью, а этот девку трахал. И кровавый барон ферчит. Эй, мужики, может на эту чудищу... Это очень интересно. Если я все правильно поняла, то это безумно интересно. Блин, может, надо было плотву сейчас позвать и на плотве просто делать цок-цок. Нос помыть? Ну, я постараюсь нос помыть. Пока-пока. Тут есть какие-нибудь вкусняшки? Я могу тут только погасить. Вот. Дневник глотателя пламени. Туда что, ты не можешь зайти? Можешь. Вот и заходи. Тут надо тоже взять. Сломанные грабли. Ну какой хер мне сломанные грабли? Янтарь, денежка. Гниющее мясо. Наверное, это очень-очень вкусно. Коля, оно лежит везде, блин.
Просто куда ни плюнь, оно лежит. О, ну ничего себе, ребятушки. Алкашку мы нашли. Так, это загасить. А здесь, по-моему, ничего. Так, хорошо. Я могу, значит, по домам походить и полутать дома. Это очень полезно. Потырить все у населения. Это прям... Все, потушили нахрен им. Все. Все, потому что надо что? Надо экономить. Они спать легли и не экономят нифига. Вот что за люди, а? Господи, бедные, они даже спят непонятно как. Бутылка воды. Так, тут только загасить. Хорошо, выходим. О, кони. Так, здесь мы... Здесь мужик. Так, взять перец. Нюхать перец будем. Перец понюхали и чихаем, и чихаем. Да, как храпят. Как сладко спят. Все подряд собираю. О, каприфоль. Это надо для изготовления каких-то штук. Каприфоль. Я видела. Так, ладно, пойдем. Пойдем тогда. Я еще сюда вернусь, я еще тут полутаюсь. Давай мы возьмем. Где моя плотва? Где моя плотва? Она там. Она там, моя Дали, плотва. сука, себя обработать, как новиградские девки. Откуда взялся-то этот ведьмак? Так, вот мою конёшку. Давай, мой конь ретивый. Секунду. Перезапустила. No. Я не понимаю, нет, еще вроде. Все вроде как было, так и есть. Я не знаю, я не понимаю. Так, погнали. Цок-цок. Тык-дым, тык-дым. Тык-дым, тым-тым. Я еще, кстати, ни разу не пользовалась никаким быстрым перемещением. Надо будет потом посмотреть, что там, для чего и зачем и почему. Так. Это, по-моему, моя деревня, в которой я уже бывала. Ну, прости меня, плотва, прости. С 9 комендантский час. Плотва. Со светом можно теперь на час дольше сидеть. Время? У вас время переводят? Нифига себе, слушай. У нас давно время уже не переводят. А что случилось тут у нас? Ну-ка. Пропустите меня, пропустите. Тебе чего? Хочу с ворожеем поболтать. Так ты опоздал. Сейчас мы с ним Дорожный болтать. знак. Нужен второй уровень обмана. Погоди. А мне бы хотелось воспользоваться обманом, но у меня как-то надо... Ладно, давай попиздим. Чего вы от него хотите? Пускай получит, что заслужил. Что он сделал-то? Он поворожил и сказал, мол, у Эдрика кишки плохо уложены и велел есть рябину. Ну и чё, а он и Эдрик пусть от ест этой рябину. рябины в нужнике, считай, поселился. И весь в коросте. А, аллергия у него. Ну, давай вот так. Так уж вышло, что колдун мне нужен живым. Если я расскажу, как вылечить Эдрика, оставите ворожея в покое? А ты сам-то кто, собственно, будешь? Ведьмак. Весной и осенью Маг, двигаемся. уважаемый. Слушай, Или у мы нас раньше в тоже Вере не вперед, урожай назад, на но ведьмаков? я не помню, в каком Или этот году эту самый фишку хрыч у нас порезал отменили. наших в корчме на распутье?
Ой, ёбушки-воробушки. Тихо. Так, погоди, Игни. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Тихо. Так, у меня там, значит, арбалетчики, мать вашу. Вот и все. Вот и замечательно. Посмотрим, что за человек насолил приятелям Эдрика. Я перегружена. Мне надо продавать будет все. А куда я все продам? О боги! Он сейчас будет двигаться как улитка, потому что у него куча всякого говна с собой. Он сейчас не сможет ни бегать, ни прыгать, ничего не сможет. Цветы у него. Цветут цветы, ни я, ни ты. Уже не можем их сорвать. Цветут цветы среди зимы. Так, ладно, постучим. Мы подвыпили, у нас там все помутнело в глазах. Эй, есть там кто? Они нападают на меня первыми. Открывай, не бойся. Да, засранцы. Кого духи несут? Чего он хочет? Мне нужна помощь. Человек, а волк. Седой, а не старый. Его-то ворожей и ждет, пождет. Ждет, пождет. Да не выждет. Ты ждал меня? Кости мне так предсказали. Кости Придут предсказали. те, что смердят Коленные насилием и чашечки смертью. твои Но волк их подсказали. прогонит. Белый волк. Белый и пришел. Ворожба Белый не бим, врет. черное ухо. Мне нужна помощь. Узнаешь вещицу? Мы сейчас это Сделано из задание елового дерева, пахнет пройдем и можжевельником. будем заканчивать Она с должна вами. была кого-то оберегать? И Катенька пойдет отдыхать. Свежая ель козьей кровью окроплена, кадилом можжевеловым окурена. Для Анны на охрану. Ты его сделал, Ты мужик. его сделал. Ворожей сделал, как предки учили над мертвой водой Драться, в свете драться? полной луны. Да, всем вот так Это вот. хороший амулет. Зря сняла. Ну, я думаю, она его не сняла. Ну, специально От сняла. чего наверное. он ее должен защищать? О, злые силы Анну окружили, во владение взять хотели. Старая магия, что родится из небытия, течет из черных истоков. Старая магия? А точнее... Об этом болтать не можно. Этого касаться не дозволено. Ворожей мог дать только чуточку Куриные для лапки охраны. у него Ничего вот больше эти. поделать не мог. Анна и ее дочь пропали. Ты знаешь, где они? Нет, ворожей не знает. Почему он про Но себя духи так могут говорит? знать. Ворожей ворожить будет, духов спросит. Пусть будут духи. Лишь бы понять, где их искать. Искать. Ага. Лучше княжны никто не ищет. Что еще за княжна? Что за княжна? Коза убежала. Коза? Перепугалась, наверное. Может, вернемся к делу? Козу сейчас искать надо будет. Без козы? И все любят. Без козы не выйдет. Да. Ладно, мне, по-моему, придется искать козу. Ты поможешь По-любому. мне, если я ее приведу? Княжна, куда же ты Княжна. подевалась? Княжна. Ладно, схожу за ней. Колокольчик любит. Позвонишь ей, она и придет. На минуточку. Только берегись земляники и дикой малины. Да я их близко не подпускаю. Это коварные чудища.
Нормально, он петросянит. У нас новый предмет для задания. Подготовьте его к использованию, разместите в соответствующие ячейки в окне рюкзака, а затем выберите его в меню быстрого доступа. Понятно. Так, у меня еще эффект от бухашки. Так, погоди-ка. Рюкзак. Бляха-муха. У меня полно ведь всего. Мне бы продать что-нибудь. А это что у меня такое? Благовония какие-то. Талисман. А где колокольчик? А, все, колокольчик сам сюда встал. Он сейчас у меня еле-еле будет ходить. Вообще, еле-еле. Отлично покупался, да? Все нормально? Все прошло успешно, с легким паром? Коза! Наверное, сюда. Ну вставай, идем. Козьи ножки. Да, блядь, она тут вообще везде шарилась, эта коза. Так, у нас волки, понятно. Так, давай-ка мы сделаем вот так, схаваем. У нас там, наверное, волки козу нашу сожрали. Не любишь серебро, да? Готово. Так, нет, давай Е взять. Сало. Господи, ему и так тяжело. Он уже бегать не может. А я еще набираю в него лут всякий. Вернуть козу. Так, хорошо. Ме? Где было Ме? В какую сторону было Ме? Так, постой, паровоз. Тихо-тихо. У нас там еще кто-то рычит. Где эта коза? Коза, ты такая коза. А, не огнем, а этим. Я поняла. Хорошо, надо будет попробовать. Она где-то мекает. Подожди, а где она мекает? Сейчас я второе ухо вставлю. Это что у нас? Вон след. Там кто шагает такой? Рычит. Где ты, коза? Вот это она далеко, блядь, зашла, коза это. Сейчас мне еще не хватало, чтобы волколак какой-нибудь пришел ко мне сюда. Вот ты где. Коза, козочка. Теперь пошли к ворожею. Пойдем, как мне? Пойдем, отведу тебя к ворожею. Он сохнет от тоски. Иди за мной. Я же куда надо иду.
Так, давай карту я открою. Так, вот сюда нам меточку себе поставлю, чтобы на меточку ориентироваться. Давай, звони в Куда, колокольчик милостивая постоянно. госпожа? Мне ее еще надо охранять. Понимаете? Там, походу, дела куча волков. Они рычат, вы слышите? Ты куда лезешь? Блядь, сучка, иди сюда. Куда ты? А мне тяжело идти, понимаете? Нахрен, как это бросить? Все, я сейчас хотя бы бегать смогу. Пиздюлина, блядь. Куда ты пошла? Ты чё, манда? Медведь! Беги, глупое животное! Так, хорошо. Фух, ссаная коза. Где, блядь, эта манда? Мне правда надо все время звонить, чтобы ты шла? И походу дела нельзя, чтобы она, блядь, далеко от меня уходила. С этой козой, блин. Это капец. Мой лут, блин, забрать охота. Пойдем, заберем мой лут. Дойдем уж как-нибудь. Я просто постоянно трезвоню в колокольчик. Далеко не уходим. Постоянно звоним в колокольчик. Просто по КД. Но сейчас хотя бы не рычит никто. Значит, это медведь нам рычал, да? Там по ту сторону у нас остались волки. Но, по всей видимости, волки меня не тронут. Я не знаю, они там далеко. Мэ. Ты, конечно, не плотва, но со временем мы могли бы и подружиться. Да В капец, конце подружиться. концов, у тебя есть достоинства, которые присущи каждой плотве. Ты не говоришь лишнего. Она и не идет. Она и не говорит, и не идет. Иди сюда. Иди ко мне. Мандюлина. Пройдешь сюда? Сюда пройдешь? Иди. Иди ко мне. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Козя, 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 Козя. Козя, 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 Козя. Айда, Козя, 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 Козя. Айда, моя хорошая. Сразу вспоминается, как Катя в детстве была в деревне у бабушки. И, значит, это... Все, забирай свою, блядь, хрень. Нах. Козенька. Козенька. Козя милая. В деревне мы звали Баря-Баря, Кози-Кози. Козий хребушек. Даже я хочу уже жареной козы сожрать. Так, теперь к делу. Мне тоже очень приятно, но я немного тороплюсь. Анна и Тамара могут быть в опасности. Белый волк помог, ворожей тоже поможет. Давай. Кровь, надо крови живого существа. Ну, козу давай вспорим твою.
Хорошо, сейчас вернусь. Мы там медведя убили. Подожди, нам надо куда-нибудь лут деть. Продать. Коза, коза. Коза, коза, коза. Он доит свою козочку. О, Подойдет? козиное молоко вылил, взял. Что он сейчас? Жопу ей размозжит. Их здесь нету, скинули. Кровь, вижу кровь. Чью? Нету Анны, нету Тамары, есть дитя. Не живет, а и не умерла. Ха. Ну да. Чье дитя? Анны Анна была беременна? была и скинула. И барон ничего не сказал. Может, боялся, может, стыдился, может, не помнил, а может, помнить не хотел. Барон как-то был связан с выкидышем у своей жены? Человек он порывистый, горилки не сторонится. А после горилки нрав у него еще круче. Он издевался над семьей. Анна была у тебя, ты должен был что-то заметить. Ворожей старый, слепой, но княжна пришла и руку ей полизала. И что же? Мудрый она зверь, только к тем приходит, какие страдают. Что стало с ребенком? Без обряда его закопали. Вот он и проснулся. Блуждает, мести ищет. Нифига себе. Белый волк, мудрый волк. Поймает Егошу, и Гоша поможет. Приведет к родным. И Гоша высасывают кровь у беременных и пожирают их плоды. Они не помогают. Потому как проклятый. А ведьмаки проклятие отводят. Ежели белому волку не повезет, пусть кровь принесет. Кровь всегда родную кровь найдет. Так, ладно. Что бы там ни было, сначала мне надо найти Егошу. В полночь ищи. У могилки пустой. Если ты прав, где находится могила, должен знать барон. К барону возвращаемся, значит. Ну все ясно. Все нам ясно, ребята. Коза драная. Делай ей, чтобы она не убегала больше, а то я с ума сойду твою козу постоянно бегать, спасать. Так, ребята, я предлагаю сохраниться. И на сегодня мы с вами закончим. Мы почти 2 часа с вами поиграли. Котейке завтра надо работать, поэтому котейка сегодня долго не будет сидеть и играть. Так, давайте сделаем вот так. Пипку я обязательно смою. Да. Я лиса. Хватит за волоса. Всем спасибо за то, что вы сегодня присутствовали. Сладких снов. Кому-то хорошего вечера, а потом сладких снов. Кому-то, может быть, уже доброго утра. Завтра всем отличного дня, продуктивного, хорошего настроения. Больше улыбайтесь и не огорчайтесь. Увидимся с вами в пятницу и в субботу. А пока что всем чмоки-чмоки в обе щеки. До встречи на просторах интернета. Пока-пока.